Опять разберу цитаты очередного ученого. Так лучше всего видно, как людям десятилетиями вбивают наукообразный бред, и как легко все это рушится, если включить не микроскоп, а мозг. А у нас в гостях физик и популяризатор Кирилл Половников. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы часто на канале разговариваем о том, что есть 4 главных вида взаимодействия в физике. Гравитационное нам более-менее знакомо. Нас притягивает к Земле, вещи падают на пол. Вещи падают не потому, что какая-то гравитация тянет, а потому, что более плотные тела вытесняют менее плотные. А электромагнитные свойства Земли задают направление этому процессу. То есть плотность определяет стремление, а поле – ориентацию. Культ притяженцев опирается не на физику, а на веру в невидимую силу, которая якобы все объясняет, ничего не доказывая. Хорошее интро для физика в гостях, ничего не скажешь. Он у нас, похоже, человек верующий. Ну, давайте их тогда перечислим, какие они вообще существуют, потому что не все слушатели, наверное, про это знают, что в природе существует всего 4 силы. Ну, или как их называют физики, взаимодействия или фундаментальные взаимодействия. Первая — гравитация. Понеслось. Измеряют не саму силу тяготения, а эффект плотности в среде. Вместо того, чтобы понять поведение материи, придумали какую-то невидимую руку. Классика научной теологии. Электромагнитное взаимодействие. И 2 других — сильное и слабое ядерное взаимодействие. Судя по тому, как облажались с первой силой, я не удивлюсь, если и другие просто поверхностные описания явлений, которые мы не до конца понимаем. То есть эффект реален, но вот его объяснение просто удобный ярлык. Это как с молнией раньше. Люди кланялись Зевсу, думая, что гром его гнев, потом оказалось, что это разряд. Вот и тут эффект есть, а объяснение может быть вовсе не тем, что они нарисовали себе в уравнениях. Взять, например, силу сильного взаимодействия, о которой говорит физик. Она якобы держит атомное ядро. Но никто никогда не видел это ядро. Да и атом — это модель, а не объект. На деле все может быть сплошной непрерывной средой с зонами разной плотности и потенциала, а не крошечными шариками. Как бы назвать таких физиков? Пророки невидимого. С 2 последними мы не так часто сталкиваемся, а вот с электромагнитным практически каждый день. Ну, не практически, а реально каждый день. Это взаимодействие лежит в основе всех химических связей, например. Да, то есть молекулы связываются друг с другом посредством электромагнитного взаимодействия. Проблема в том, что это объяснение ничего не объясняет. Когда говорят, что молекулы соединяются из-за электромагнитного взаимодействия, это как сказать, они липнут, потому что липнут. Речь скорее о том, как устроена сама среда. Плотность, колебания, резонансы. Электричество и магнетизм — это лишь внешнее проявление глубинных процессов, а не конечное объяснение. Или атом. Он состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Ну, условно, если так упростить модель. Это лишь модель, потому что никто никогда не видел ни ядра, ни электронов, ни их вращения. Это математическая картинка, придуманная, чтобы хоть как-то объяснить эффекты, такие как спектр и электричество. Например, возьмем якобы новую фото атома 2025-го. Физики Массачусетского технологического института сделали первые снимки атомов на свободе. Используя микроскопию с разрешением до отдельных атомов, физики наблюдали, что в ультрахолодных квантовых газах, состоящих из 2 типов атомов, проявляются различные пространственные корреляции, бозоны слева склонны сгруппировываться, а фермионы справа, наоборот, разбегаться. На картинке показано не то, как реально выглядят атомы, а то, как распределяется свечение и как часто оно появляется. Каждая точка не атом, а результат математической обработки. Электроны вращаются вокруг ядра, это вроде Солнечной системы в микромире. Удивительно, как 2 самые доказанные картинки человечества, атом и планета Земля, существуют исключительно в виде рендеров, схем и CGI. Вечно у них все вращается, электроны, планеты, долги, рабство. Стоит хоть одному вращению остановиться, как придется признать, что вся их физика была построена не на силах, а на вечном беге по кругу. Но если какие-то такие более бытовые примеры приводить, сила трения, сила упругости, то есть все эти силы, на самом деле, они тоже в своей основе имеют электромагнитную природу. Электромагнитная природа — это ярлык, а не объяснение. Когда тела трутся, мы наблюдаем тепло, искры, сопротивление движению. Физики говорят, это взаимодействие электронов на поверхности. Но это опять описание через гипотезу о невидимых частицах, не прямое объяснение явления. Они не объясняют, что происходит, они рассказывают, как это можно вообразить. Реальное наблюдение подменено сказкой о микромире, который никто не видел, но все обязаны представлять вот так, иначе рушится весь культ научного консенсуса.
Отрицать невидимые шарики, которых никто не видел, кощунство. На деле трение может быть механическим следствием структуры среды. Плотные области материи мешают друг другу двигаться, создавая тепло и излучение как побочный эффект. Дело в том, что когда мы соприкасаем две поверхности, они все равно, не точности соприкасаются, потому что есть электронная оболочка одной поверхности, электронная оболочка другой поверхности, и они между собой начинают тереться. То есть вот это трение между, по сути, электронными оболочками двух поверхностей. Электронная оболочка трется между собой. И чем она там трется? Никакие оболочки не трутся, их никто не видел и нечему тереться. Объясняет непонятное через еще более непонятное. Получается, физик описывает физику через метафору, а не через наблюдение, а я не физик, описываю физику через здравый смысл. У меня хоть слова что-то значат. Если я говорю трение, значит реальное механическое трение. Я и работаю в отрасли, где все по факту. Продаю капитальный ремонт газовых турбин. Вот это настоящая физика. Давление, температура, обороты. Все можно измерить и проверить. Сила упругости то же самое, потому что когда мы хотим какую-то, пружинку растянуть, например, да, или сжать, там между отдельными атомами, или отдельными молекулами, из которых состоит пружина, тоже начинают возникать вот эти вот напряжения, электрические напряжения. Опять 25. Материал сопротивляется сжатию, потому что его части имеют структуру и плотность. И когда я говорю части, это могут быть любые структурные единицы, видимые на том уровне, где реально происходит взаимодействие. Зерна, слои, области плотности, волновые узлы, все что угодно, не обязательно микроскопические шарики с орбитами. На самом деле для большинства целей все эти атомы, молекулы, электроны обсчитывать не нужно. Можно такое качественное макроскопическое понятие ввести, жесткость пружины, и через него все описать. Конечно, не нужны. Макроскопически можно описать и нужно, потому что микроскопически ничего не доказано. А ведь именно поэтому они так любят микромир. Там можно придумать все что угодно, и никто не проверит. Описывать можно и нужно через то, что реально наблюдаемо. Микроскопически нет ни одного прямого наблюдения. Одни лишь интерпретации приборов, которые работают по тем же теориям, которые должны бы доказывать. Великая научная матрешка. Прибор доказывает теорию. Теория объясняет прибор. И оба дружно делают вид, что видят атом. Система самоподдерживающего бреда. Модель подтверждает прибор, прибор подтверждает модель, а реальность тихо курит в сторонке. Если мы пойдем дальше еще вглубь атома, там есть ядро. И вот ядро стабильно, ядро, мы знаем, состоит из протонов и нейтронов. Если атом существует лишь в виде компьютерной графики, то его ядро — это фантом в квадрате, а протоны и нейтроны — фантом фантомов. Невидимое объясняет невидимое. Если убрать все догадки, то остается простое. При определенных условиях вещество выделяет энергию и излучение. А все остальное — это интерпретация. Якобы внутри сидят заряженные шарики. Всего-то разобрала первые 5 минут из 1,5-часового видео, но уже сейчас стало ясно, что дальше можно не смотреть. Их наука сыпется, как трухлявый шкаф. Мне пишут, поговори с одним из этих астрономов или физиков в реале. Это я вам, мальчики, оставлю. Девушкам, по-моему, бодаться не положено. Я просто называю вещи своими именами, и для этого мне не нужны оппоненты. Особенно те, кто путает веру в теорию с пониманием реальности.